Друзі рибалки та любителі активного відпочинку. Хочу вам порекомендувати всесвітньо відому компанію Nightcore, яка є провідним виробником спеціалізованих товарів в області освітлення для користувачів професійного рівня в різних галузях. Товари Nightcore призначені для кемперів, туристів, альпіністів, велосипедистів, мисливців, любителів підводного плавання, рибного лову та багатьох інших сферах діяльності. Nightcore пропонує дуже великий вибір кишенькових ліхтарів для професійного та повсякденного використання, і підібрати такий ліхтар можна абсолютно під будь-які потреби. Також любителям відпочинку на природі далеко від цивілізації рекомендую звернути увагу на хороший асортимент кемпінгових ліхтарів, павербанків, сонячних панелей та портативних електростанцій. Саме ці девайси зроблять ваш відпочинок більш комфортним. Ну і тепер, особливо для наших глядачів, хочу окремо зупинитися на лінійці налобних ліхтарів. Як рибалка, я розумію, що налобний ліхтар – це основний інструмент під час нічної риболовлі. І саме Nightcore в цьому безпосередній лідер. Тут є неймовірно великий асортимент налобних ліхтарів під будь-які задачі, оскільки ці ліхтарі відрізняються не тільки матеріалом корпусу, формою та розмірами, але також мають різноманітну потужність світлового потоку, дальність і кут світіння. А ще є різні варіанти живлення та підзарядки. Наприклад, деякі моделі мають вбудовану батарею і заряджаються як мобільний телефон через сучасний роз'єм Type-C, та навіть можуть працювати від зовнішнього павербанку. І є варіанти зі змінними елементами живлення, які заряджаються окремо від ліхтаря. Багато моделей ліхтарів Nightcore мають додаткове червоне світло, можливість регулювання яскравості та декілька режимів роботи. А також є моделі з датчиком руху, що дозволяє вмикати ліхтар, не торкаючись його. Я сам особисто вже 7 років постійно користуюсь налобним ліхтарем Nightcore HC30, та за цей час не виникало жодних проблем. Навіть акумулятор ще не змінював. Можу точно сказати, що їх продукція є дуже надійною та якісною. І це підтверджує офіційна гарантія 5 років, яку надає компанія. Посилання на офіційний сайт Nightcore Україна буде в описі під цим відео. Там ви зможете детально ознайомитись зі всією продукцією. А також при замовленні вкажіть промокод FVU та отримайте знижку 10%. Ну что ж, наконец-то нам удалось выбраться на рыбалку. Это у нас будет такое видео открытия фидерного сезона. Сейчас уже конец апреля, я, конечно, не знаю, когда это видео у нас выйдет и когда я его смонтирую, но в данный момент мы находимся в конце апреля. Вот, нам удалось выбраться на 3 дня, как обычно. Первый день такой больше будет больше организационный, то есть дорога, поиск места, раскладывание удилищ, там кухня, все вот эти дела, там закупки и все такое прочее. Вот, значит, ловить мы будем 3 дня. Первый день, не знаю, мы, наверное, все-таки сейчас поставим палатки, все это организуем. Если еще не потемнеет, мы поставим удилище и будем пробовать что-то ловить. Самый основной день у нас, как всегда, второй. Завтра мы будем ловить целый день. Ну и третий день это уже такой, скажем так, полдня, потому что вторая половина дня пойдет на дорогу домой. Вот. Ловить будем, как обычно, на фидер. Какая сейчас рыба? Влад, какая сейчас рыба вообще, в принципе, может клевать? Вот конец апреля, как ты думаешь? В конце апреля должен клевать карась. Просто мы здесь в конце апреля никогда еще не были. Мы, насколько я помню, вот именно на Каневском водохранилище всегда были в июне, да, первый раз, вот именно, ну, всегда начинали. Здесь больше зависит не от месяца, а больше от погоды. По погоде потеплело уже давно, потом немножко был дождь, серьезный дождь, был хороший паводок. И вот этот паводок может сыграть с нами шутку. Если мы будем рассчитывать на карася, который сейчас должен клевать, мы из-за паводка можем не поймать его, потому что карась не любит движение воды, повышение уровня, он любит спокойствие. Здесь карась есть, но из-за того, что был высокий уровень воды, мы здесь вот видим даже по берегу, но сейчас она сошла, карась может не клевать. Поэтому посмотрим, что будет. Чехонь может быть, сейчас чехонь должна идти. Посмотрим, что будет клевать, под то и будем подстраиваться. Лещ уже тоже, в принципе, начинает проклевывать. Согласен. Ну, в принципе, у нас и прикормка будет такая больше, скажем, универсальная. Мы будем замешивать и на плотву, и на леща. Сделаем такой, как бы, общий микс. И уже попробуем
ну, реально интересно. Ну потому и что обязательно потестируем дистанции. Максимально далеко. У нас теперь у всех есть 4,2 удилища. Максимально далеко потестируем, максимально близко, может быть, карась. У нас в предыдущей рыбалке караси с ближней дистанции ловились. И среднюю дистанцию посмотрим, что клюет, будем делать выводы и под это подстраиваться. Ну, 4,2, это, я так понимаю, ты имел в виду длина удилища? Длину. 4,2 метра. Да. Для максимально дальнего заброса. Кстати, да, еще такая особенность. На этой рыбалке мы будем ловить на новые фидерные удилища. Ну, как на новые, объясняю. Влад себе купил новое удилище в длине 4,2 метра. Витя себе, кстати, с нами еще есть Витя, просто он там не в кадре, занимается палаткой. Витя себе тоже купил новое удилище, по-моему, в длине 3,9. У него раньше было, по-моему, 3,6. Я буду ловить, скажем так, на новые старые удилища. Я взял с собой удилище, которое я купил, наверное, там лет 5 назад. Но и даже их не использовал там все это время, ловил на другие. И я решил как бы вернуть свои старые удилища и, наверное, весь сезон буду ловить на эти палки. Ну и важно еще, что хоть мы на нашем любимом Каневском водохранилище, точно, но мы не на нашем любимом месте. Решили что-то поменять. Все-таки мы там уже были много раз, и вы там видели место много раз. Решили изменить. Нашли хорошее, отличное место. Денис сейчас вам все покажет. Шикарный вид, шикарная полянка, все удобно, все отлично. Надеемся, еще и дно будет шикарным, это мы сейчас проверим. В общем, в принципе, вам самое основное рассказали. Сейчас будем продолжать. Мы уже частично вот тут натянули тент, немножко организовали. Сейчас продолжим организовывать наши рабочие места. И затем замешаем прикормку. Я тоже вам все это покажу, какую прикормку мы будем использовать. Да и в принципе будем начинать ловить, будем что-то пробовать. Но если сегодня уже не получится, потому что в принципе уже 5 часов вечера, начало 6. Если даже сегодня не поймаем, то у нас завтра будет такой активный, чисто рыболовный день. Все самые интересные моменты, конечно же, будем вам показывать. Так, ну вот мы немножко еще разложили наш лагерь. И как обещал, покажу наше место. Вот Виктор. Значит, одна палатка Витина, вот вторая палатка наша с Владом. Тут у нас тент. Такой вот нашли интересный столик на новом месте. Тут у нас будет такая, скажем, кухня. Тут сделана из полноценной кухонной столешницы. Поэтому поставили сюда плиту. Сейчас Влад здесь варит пшено. Забегая наперед, скажу, что в составе нашей прикормки будет присутствовать пшено, как всегда. Так, Влад, ты уже забросился? Нет, я пока обустраиваю место. А вот это твое новое удилище, да? Да. Какое ты взял? Флагман Легенда, да? Легенда 4,2. Я подозреваю, что ты взял 4,2 именно для этого места. Конечно. Чисто для водохранилища, потому что дистанции здесь нужны хорошие. Я, кстати, тоже взял 4,2 сегодня на эту рыбалку. Так, ну вот, в общем, тент, столик. Даже фонарик подвесили. Чтобы все было комфортно и цивильно. Я, в общем, жду сейчас, пока Влад сварит пшено. Затем буду замешивать корм. Быстренько покажу, вот такая будет прикормка. Ну, конечно, потом покажу более подробно. Это вот мое место. Я еще ничего не успел разложить, в принципе, из удилищ. Только поставил стул и треногу. Единственный, кто у нас ловит, это Витя. Но опять же, Витя ловит пока без корма, чисто с наживкой, потому что корм еще не готов. Ну, а водоем у нас вот такой. Каневское водохранилище. Честно, ехали, переживали, что не станем, потому что у нас в самом городе большой разлив воды. Все набережные подтоплены из-за паводка весеннего. И поэтому думали, что и здесь будет такая ситуация. Но вода, как мы видим, немножко ушла. Мы нормально стали. Плюс еще на нашем новом месте такой берег обрывистый. Поэтому в данном случае нам повезло. Мы думали, реально приедем, все будет разлито и нигде не станем. Вот такие вот просторы. Природа шикарная.
заповедник, можно сказать. Здесь нет ни одного человека, ни одной машины, ничего. Просто мы. Мы, вода, природа. Ну, уже, в принципе, активно вечереет. Пока мы тут все это дело раскладывали, пока пшено сварилось, время прошло достаточно. Значит так. Пшено у нас готово. Его мы сразу высыпаем в наше ведро. Пшено имеет такую достаточно большую влажность. Мы долго его не сцеживали, хотя обычно, когда больше времени, сцеживаем его немного дольше. Оно получается более сухое. Ну, сейчас оно более влажное. Что это означает? Означает то, что мы просто будем меньше его, всю прикормку будем меньше увлажнять водой. Какой у нас будет замес? Значит, вообще план какой? Сейчас я делаю и показываю вам замес, который мы будем использовать на этой рыбалке. Если, уже будем смотреть по активности клёва. Если клёв будет довольно активный и нужно будет еще что-нибудь там домешивать, если корм закончится, мы немножко замес потом поменяем, уже следующий. А вообще основной замес у нас будет такой. Прикормка Real Fish, лящ, шоколад 1 килограмм. И это все добавляем в пшено. Значит, лящ, шоколад килограмм. Затем вот какая-то новая, написано New Real Fish Tornado. Кстати, ни разу еще не использовал эту прикормку. Гейзер, серия гейзера, я так понимаю. То есть прикормка, которая не просто лежит на дне, а более активно работает по толще воды. Очень приятно пахнет. Это пряник корица, тоже на ляща. Теперь у нас еще есть такая вот добавка. Это типа как аттрактант, криль. То есть это мука, борошно крыловец. Это мука креветки, фирма Интеркрил. Кстати, хочу отдельно на этом остановиться. Буквально недавно мне подписчики посоветовали в комментариях, какое-то было там видео с рыбалки, я уже не помню, прошлогоднее. И я почитал, что многие подписчики пишут об этой фирме, об этой прикормке Интеркриль. Я так почитал, зашел на сайт, меня заинтересовало, если честно. Интересные у них просто ароматы, отличаются от многих других. Это мы купили в магазине. А вообще я на сайте заказал, на эту рыбалку уже не успел, конечно, потому что буквально позавчера о ней узнал. Хотя знаю, что она, в принципе, по-моему, если я не ошибаюсь, с 2018 года существует эта фирма. Вот, то я заказал нормально так этой прикормки интеркрилевской. В данном случае это просто у нас добавка, но у них есть разные прикормки, там и на леща, и на карпа, и на плотву. Интересные ароматы. То есть будем пробовать уже в следующих рыбалках, когда она к нам приедет. Там я заказал на целый сезон. Достаточно много. Не знаю, сколько мы там будем выезжать в этом сезоне на рыбалку, но по возможности будем стараться. Мы будем тестировать эту прикормку. Значит так, что мы добавим сюда еще? Еще у нас есть вот такая вот банка кукурузы. Мы, конечно, привыкли кукурузу использовать на карпа больше, но взяли сюда не в качестве насадки, а чисто чтобы добавить в прикормку и тем самым создать крупную фракцию. Я не буду сейчас высыпать всю банку, потому что у нас, возможно, еще будет замес. И вот эту часть мы оставим на следующий замес. То есть полбанки сюда высыпали. Перемешиваем. Буквально немного крупной фракции пусть будет. Из-за того, что пшено влажно, я уже понимаю, что прикормка в принципе лепится, но все равно увлажнять еще придется. Кстати, вот из-за вот этой добавки я чувствую очень отчетливый такой аромат, типа как
Ну, аромат рыбы, аромат креветки, можно сказать. Аромат вареной креветки. Очень напоминает. Ну и будем увлажнять водой. У нас еще с того года осталась вот такая вот меласа. Меласа карамель. То есть меласа с ароматом карамели. G-Stream. Кто не знает, меласа — это такая штука, которая дает рыбе нормально просраться, вызывает хороший аппетит и увеличивается интенсивность клёва. Мы, в принципе, меласу используем довольно часто, почти на всех наших рыбалках. То есть есть меласа классическая, а есть меласа с разными добавками. Вот в данном случае это меласа с ароматом карамели. Ну и, в общем-то, это весь наш замес, весь такой вот состав. Ну и все, теперь ждем минут 20-30. Оно напитается, мы посмотрим уже консистенцию и примем уже решение, или увлажнять второй раз, или этого достаточно. Тут уже бывает по-разному, смотря как оно напитает. Ну, пока еще не потемнело. Попробуем хотя бы пару раз бросить. Не знаю, я не делаю ставку на сегодняшнюю рыбалку. Сейчас, наверное, больше будет отдых, больше будет шашлык. Но я думаю, позабрасывать еще надо. Да, Влад меня поправляет. Мы взяли не шашлык, а взяли ребра. Влад замариновал. В одном из видео мы уже, кстати, на этом же водоеме мы показывали в одном из видео, как мы готовим ребра на своих рыбалках. И уже пару лет это наш самый любимый рецепт. Кто любит львівську рыберню за их качество ребер, оценит наш рецепт. Посмотрите, вот ссылочка здесь будет. Очень вкусно, очень похоже и даже во многом лучше. Ну, скажу так, даже если мы сегодня ничего не поймаем, а это вполне вероятно, потому что дождь идет, уже достаточно темно, ветер довольно сильный. Я не думаю, что мы сегодня что-нибудь увидим из улова, но тем не менее есть в этом большой плюс, то есть в том, что мы сегодня разложились, мы завтра встанем, допустим, там в 4, в 5 утра или там в 6 утра, но нам не нужно будет раскладывать удилище. Мы встали с палатки, выпили кофе и сразу начинаем ловить. И вот только я сказал, что сегодня мы, скорее всего, ничего не поймаем. У Влада произошла поклевка. И вот она, первая рыбка. Это кто у нас? Бескирочка. На что поймал? 3 опарыша. У меня на дальнем стоит 2 красных червя больших и 3 опарыша. Здесь просто 3 опарыша. Это какая? Дальняя? Это ближняя. А, это ближняя. Ну все, распочинились. Я думаю, рыбалка пойдет. Уже ночь, потемнело. Мы поужинали очень вкусно. Выматываем наше удилище. И собираемся идти спать. Очень надеемся, что завтра встанем пораньше и будем ловить. Сегодня у нас такой больше отдых, организация, дорога. Завтра уже будет рыбалка. Ну и, соответственно, послезавтра тоже. Влад, во сколько планируем вставать? 4. 4? Планируем. Ну да, планируем в 4, а на самом деле встаем в 9. Ну, такое. Посмотрим по погоде, по настроению. Ну, будем стараться как можно раньше. Пакет не забудет. Так, ну, в общем, наступило утро. Сегодня очень классная погода. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот такой вот вид открывается с палатки. Солнышко. Погодка даже лучше, чем ожидали. Конечно, ветра хотелось бы поменьше, но тоже пойдет. Значит, сейчас уже 6:40 утра. Планировали встать немножко пораньше, но был дождь, не было смысла вставать в 4 утра, как мы думали.
Ну, учитывая, что у нас уже разложены все снасти, то 6:40 тоже неплохо. Мы сейчас сразу приступим к рыбалке. Виктор встал немножко пораньше. Говорит, было, вот за полчаса было уже 2 поклевки хороших, но рыба не засеклась. Сейчас будем пробовать. Первая, блядь, рыба на этот пруд. И тоже гусерочка, да? Да. Все, задача на эти дни выполнена. Я поймал рыбку. Красава. Мне больше нихуя не надо, я, сука, доволен. Что-то тяжеленькое. Это дальнее удилище? Это дальние. Не знаю пока что, но не очень маленькое. Подлечь, наверное. Или что это? А ну подожди, аккуратно, ведь вот это удилище не зацепить. Плотва, наверное, крупная. Да, плотва. Крупная плотва, Ой, как это обещал первая. Денис. Да, я говорил, что, скорее всего, будет вот такая плотва попадаться. Покажи. Шершавенькая. На крючке было 3 красных червя и 1 маленьким белым закреплен. Была у Влада хорошая поклевка, мощная, на дальняке. Сошла вот тут недалеко от берега, буквально вот... А, да? Вот так возле садка уже сошла, можно сказать. Да, тут каменное... Место красивое, но минус большой, что каменный берег и режет просто капец. Меняем поводки через каждые 2 заброса. Да, чувствую, рыба есть. Если не обрежет поводок, а еще, возможно, мы с Владом зацепились. Если не обрежет поводок, то рыба будет. О, хорошо как дергает. Ты шо, смотри. Он уже блестит, даже видно. Дальняя дистанция. Хороший пучок червя. Где-то 2 жирных червя и 3 опарыша. У Дениса поклевочка. Как всегда, по закону рыбацкого, цензурное слово подобрать не могу. Рыбацкого отдыха. Отдыха, ладно. Как только мы собрались приготовить обед, уже нарезали лучок, поставили сковородку, резко зазвонил колокольчик. Надеюсь, там что-то есть. Но что мы видим? Очень сильно закрученный поводок. Ну, сошло. Видимо, сошло. Причем сошло сразу, потому что я особо ничего не чувствую. Так, Влад пошел немножко поспать, отдохнуть. Я смотрю, что у него клюет на дальнее удилище. Сейчас проверим. Хорошо так трусануло. Я думаю, там уже сидит. Это дальняя дистанция у него. Кстати, ветер утих. Ловить стало комфортно сейчас. Наверное, небольшая густирка. Да, густирка. В общем, рыбалка продолжается. Мы пообедали, затем решили немножко отдохнуть. Вот ребята еще спят в палатках, я только что проснулся, закинул свое удилище, сделал кофе и пробую ловить. Что характерно, пока мы спали, ветер утих, сейчас полный штиль. Кстати, вот пока я снимаю этот кадр, только что дернулось и правое, и левое удилище. Справа у меня
дальняя, слева ближняя. Я поменял местами, раньше было наоборот. Вот как вы видите, волн почти нет, полная тишина. И вот очень хорошо клюет это вот правая палка. Поэтому сейчас я буду доставать. Ого. Витя там вылазит с палатки, спрашивает, или мне нужен подсак. Подсак, да, Витя, подсак мне скорее надо, чем не надо. Ну, потому что я чувствую какой-то вес. Давай, Виктор. Подмоги. Реально рыба есть. Причем хорошо дергает. Что-то тяжеленькое. Ого. Давай, давай, давай. Нет. Вот такой вот дальняя дистанция. Опарыш и червь. Оп. Подсекаем. Вроде бы что-то есть. Да-да-да, есть что-то. Чувствую усилие. Причем так хорошо. И учитывая, что это ближняя дистанция, думал, там какая-то мелочь, а нет. Что-то такое крупненькое. Конечно, было бы неплохо подсаку, но Витя занят. Да, я не то, что занят, просто ты надо мной плохо шутишь, поэтому... Ага. Ну, кстати, что-то небольшое совсем, но довольно тяжело шло. Вот. Вот такая вот густера. У нас сегодня день густеры. Да, кстати, Витя правильно подсказывает. День густеры, потому что на этой рыбалке у нас почему-то густеры больше всего. Конечно, проскакивает и плотва, и подлещик, но густеры пока у нас больше. Ну, на этой палке ничего абсолютно. Сейчас просто проверим, что тут с наживкой. И вот, кстати, что интересно, волны прекратились и перестало обрезать поводки. Вполне возможно, что их резало об камни во время шторма. Тут все целое. Ближнее удилище. 3 опарыша. Просто 3 опары. Сегодня ловлю только на них, пока дают результат. Вот это поклевка, просто капец. Еле тяну. Влад пошел помочь подсакой. Если не сойдет, я думаю, это будет лещ. А пока Дэн тянет на одну, Клевала на другую тоже, да? Так что это, Влад? А, ну такой, в принципе, почти лещ, да. Вынимай его оттуда на всякий случай. Может, Вите нужно подсыпать. не, к сожалению. А увидите ближнее там удилище. Всё равно. Блин, а как ты так вытаскиваешь? У него же рука дрожит. Тебе так удобно? Да, во. Вот так вот. Дергал, конечно, капец. Тяжело шел. Тут же вот эти камни. Стремно было тянуть. Ну, достали, хорошо. Волны нет, как я уже говорил. И перестала резать поводки. То есть, если без волны, место шикарное. Рыбка есть. Подлещик. Давай, 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 да, есть. Хорош. Батон. Это дальняк, да? Это... Нет, это ближняк, я понял. А, ближняк. Вот это батончик, это вот, ну, подлещик, но хорош. Тоже, да, кстати, Хаваешь на шуруп? ближняя дистанция. И у меня же взял на ближней дистанции. Ближняя, причем не прикормленная. Я кинул туда вообще в сторону на ближнячок. Так вышло. Видимо, к вечеру рыба подошла поближе. Такой хорошенький.
У Дэна дальняк. Подсак брать? Конечно, брать. Это ж дальняк. Обязательно бери подсак. Что-то есть. И что-то неплохое. Отлично, да? Угу. Вот, цепился даже. Возможно, там крючок зацеплен. Да, за подсак. Да, видно. Красавчик. Пока я отвлекся, у меня была поклевка. Она прям сошла с крючка. У меня была поклевка, я отвлекся, ненадолго отошел. И Витя следил за моими удилищами и вот достал такого подлещика. Спасибо, Виктор. Подлещик хороший. Так, это у нас уже третий день. Мы только проснулись. Ловить будем до обеда. Сегодня у нас еще дорога домой. Вот у меня первая поклевка. Только закинул, пошел пить кофе. Не успел дойти до стола. Хорошо, что повесил колокольчик. И вот такой вот хороший подлещ. Это дальняя дистанция, червь опарыш. Так, дальняя палка сработала. Подлещ. Да, наверное. Скорее всего, это подлещ, судя по весу. Ух, как дергает. Ой, хорошо дергает. Сопротивляется. Ну, кстати, не крупный, но мощный. Да. Сильный. Сильный. Вот такой вот. Просто невероятно мощная поклевка. Вот смотри, Влад, подсними, смотри, как дергает. Смотри, фрикцион работает, затянутый фрикцион работает. Вот, вижу. Видно, как блестит. Вся надежда на Витю. Оп. Блин, я думал побольше. Я тоже думал побольше будет, но он такой именно сопротивлялся так хорошо. Четко взял за нижнюю губу красиво. Вот такой вот подлещик. Что-то такое неплохое идет. Очень-очень тяжело срывалось с места. Сейчас идет... Ой, опять пошло. Что-то хорошее. Да. Да. Лещ. Да. Подожди. Да, вот это уже лещ 100%. Дай на шнур. Отцепился, нет? Нет. Угу, бери. Давай. Так, у Виктора поклевка. Нагрузка чувствуется?
А я не пойму. Пока не пойму. Это новая палка, оно и до... О, сейчас чувствую, оно и до этого тяжело шло даже с пустым. А сейчас я вижу, что-то есть. Ух ты, даже фрикцион у тебя, слушай, трещит. Ну, за подсака я уже не успею, а вот подстраховать могу. Ну, такая хорошенькая. Ну да. Подлещик тоже. На 3 опарышей. Ну что ж, друзья, будем мы заканчивать нашу рыбалку. Как и обещал прогноз, сегодня до обеда был штиль, после обеда начались волны. Как и вчера во время периода волн начало обрезать поводки, монтажи, потеряли достаточно много кормушек, но тем не менее рыбалка удалась. Вот мы уже помыли посуду, пока она сохнет на солнышке, мы будем собирать наши снасти. Влад уже собирается. Сейчас мы будем разбирать наш лагерь. Шикарно половили. Да, половили мы отлично. Ну, в принципе, все получилось по классике для этих мест. Дальняя дистанция лещ под лещ, ближняя дистанция в основном густера и плотва. Хотя и на ближней дистанции тоже попадались нормальные такие подлещики. Работал и червь, и опарыш. Прикормки нам как раз хватило одного замеса на всю рыбалку, поскольку мы первый день почти не ловили ничего. Как раз вот вчера половили и сегодня до обеда. Поэтому будем сейчас собираться, ехать домой. Всем пока, до новых встреч!